Вот, друзья, привет! А если я вам скажу, что существует сейчас вот такой вот рейтинг абсолютно всех ТВ-боксов мира, вообще всех, вот вообще абсолютно всех, вы мне поверите? Нет? А зря, потому что сегодня мы вам презентуем один интерактивный, вместе с вами, мои друзья, интерактивнейший, классный проект, и мы его будем делать вместе. И это рейтинг всех ТВ-боксов мира. Я сейчас поделюсь, что мы уже сделали и в чем вы нам поможете, и что мы получим в итоге. На канале Технозон. Поехали! Вообще вы видите сзади меня таблицу, ребят, но я вас прошу подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие действия по этой мега-таблице, которую мы уже делаем. Ну и, конечно же, ссылочка на эту таблицу на Google Доки лежит в описании под видео. Еще там в описании под видео есть ссылка на Telegram на один, куда мы с вами будем кое-что писать. А я сейчас объясню, что мы делаем. Дело в том, что идея создать общую базу всех ТВ-боксов мира, неважно, сертификация, не сертификация, возникла после того, как вот я выпускаю ТВ-боксы, очень много получаю комментов, вот надо как-то пересмотреть, передумать. И мы очень долго думали, как это сделать. Таблица сейчас только просто тупо в наборе, она намного больше, чем вы думаете. То есть вы представляете, сейчас по каждому ТВ-боксу здесь собирается общая информация. То есть она намного больше, чем вы думаете, она это гигантская база данных, и мы уже сделали огромную работу. Смотрите, то есть я уменьшаю, а данные тут только добавляются, да, то есть здесь это просто гигантская база данных, и у каждого из вас будет доступ к этой базе. Вы сможете смотреть весь этот перечень, но я вам объясню, в чем фишка. Есть у кого-то какие-то рейтинги, у кого-то какие-то перечни, у кого-то какие-то... Но нигде нет полного рейтинга всех ТВ-боксов. Нигде нет ссылки и актуальной цены, по которой кто покупал. Нигде нет немаловажного момента абсолютно всех данных по техническим характеристикам, о которых я сейчас расскажу. И в чем немаловажный момент, здесь будет в конце прописаны все известные проблемы и особенности каждого ТВ-бокса. А это значит, что мы будем с вами знать о них абсолютно всю правду. И ничего мы с вами не скроем. Никакие обзорщики теперь не смогут сделать вам обзор на какой-то ТВ-бокс и втюхать какую-то дичь. Ребята, никто этого не сможет, потому что вы сможете просто-напросто открыть и посмотреть, сказать, ага, а здесь нет Dolby Digital. Или написать, допустим, в чат поддержки, вернее, в Telegram поддержки, сказать, ребят, там появилась функция, и в таблице это все изменится. Дело в том, что это настолько все круто, что вы себе не представляете. Мы здесь избегаем полностью недостоверной информации абсолютно от любого обзорщика. Любой обзорщик, он может быть не объективен. Даже я не объективен в том плане, что я не могу узреть всех моментов. Я не могу симулировать абсолютно все варианты использования. А здесь мы можем добавлять, что, например, в TVMate, какой-то IPTV программе при определенных условиях выкидывает. Что какие программы лучше использовать. Да я вам сейчас все расскажу, что мы будем с вами делать. А делать мы будем что? На текущий момент таблица уже огромна. Здесь есть, смотрите, сколько ТВ-боксов. То есть здесь есть практически все, что есть на рынке, но далеко, вернее, не все, что есть на рынке, а все, что мы обозревали. Я когда увидел, сколько мы обозревали ТВ-боксов, я офигел, а мы обозревали просто-напросто огромное количество ТВ-боксов. То есть вы посмотрите, сколько у нас обзоров, и здесь эти все обзоры есть. Но когда возник вопрос, что нужно наверное, это все унифицировать и все-таки привлечь наших подписчиков, вернее, попросить их, чтобы они дали обратную связь по тем ТВ-боксам, которые они покупали и используют на текущий момент. И тогда у этих подписчиков в следующий раз, когда станет вопрос, а не купить ли мне чего-нибудь новенького? А не купить ли мне товарищу что-то? Или не посоветовать ли что-нибудь? Или, может быть, я свой ТВ-бокс задвину там где-нибудь на каком-нибудь сайте объявлений и не, скажем так, не прикуплю себе что-то получше по отзывам из этой таблицы. И это будет, знаете что, в комментах под этим видео вы сможете всегда почитать отзывы. И плюс, есть же еще чат Telegram, где можно будет пообщаться по этим ТВ-боксам. Но теперь немаловажный момент.
Какая же помощь нужна нам? Дело в том, что у нас нет абсолютно всей информации. Мы пытаемся собрать абсолютно всю информацию по каждому из ТВ-боксов. Поэтому, да даже те ТВ-боксы, которые мы делали обзор, нам все равно нужна дополнительная информация. Я вам объясню, что мы задумали, а вы уже там пишите нам в комментах, что необходимо добавить, что бы вы хотели, и напишу запрос, который я хотел бы, чтобы вы нам писали. Сейчас мы даже с вами некоторые сформируем. Пример. Смотрите, у нас здесь есть таблица, она отражает в себя очень многие данные. Здесь это у меня черновая таблица, основная таблица есть у Насти. Настя ответственна за этот проект. Она конкретно занимается ведением базы ТВ-боксов. И чтобы вы понимали, это будет децентрализованная база ТВ-боксов, потому что ее не контролирует никто. Она будет в свободном доступе в Google Sheets, и вы сможете ее видеть и контролировать каждый день. Я не смогу сказать, допустим, кому-то взять, выпустить обзор и сказать: вот это вот такой вот ТВ-бокс классный. Да никто не сможет. Никто не сможет. Знаете, там будет такой момент: вот этот ТВ-бокс классный, вы открываете, а там все проблемы, а там все данные, а там все реальные данные, и все. Короче, что у нас есть? Ну, у нас есть таблица, номер по порядку, название бокса, рейтинг Технозон. Когда я задумал свой рейтинг, думаю, рейтинг-то и рейтинг, хорошо. Но дело в том, что я прошу вас при подаче заявки писать рейтинг того или иного бокса от 1 до 10. Таким образом, у нас с вами будет рейтинг постоянно меняться. Что-то будет вылазить вверх, что-то будет вниз. Это будет динамический рейтинг, и мы будем проводить еще опросы. Ребята, у нас будет самый адекватный рейтинг ТВ-боксов в мире. Вдумайтесь! Дальше. Цена. Ссылки на ТВ-бокс, где покупали. Я здесь прикладываю все ссылки, где я что покупал. Потом у нас есть ссылки на обзоры. Если, допустим, нет, извините, будут мои обзоры, если у меня нет обзора на какой-либо ТВ-бокс, то мы, конечно же, разместим другие обзоры. Дальше, процессор. Тут указывается, какой процессор. Есть видеоускоритель. Есть объемы памяти и хранилища, то есть RAM, GB это у нас оперативная память, хранилище это хранилище, грубо говоря. Тип памяти DDR3 на данном случае. Если у нас SATA HDD Drive, то есть поддержка SATA интерфейса в любом из его видов, версия Bluetooth, модуль Wi-Fi, поддержка есть 5 ГГц или нет 5 ГГц, или вдруг там 6 ГГц появится, то есть пишется максимальная частота ГГц, которая поддерживается. Показатели скорости максимальные, либо будут выводиться средние. Я сейчас еще объясню одну задумку, которую мы делаем. Сколько у нас LAN, есть ли у нас T2, S2 модуль, какая версия операционной системы, ее битность, сколько USB какой версии, есть ли сертификация DRM L1, есть ли у нас Dolby Audio лицензия и Pass-Through. Здесь видите, вот у нас идет разделение: Dolby Audio L это лицензия и P это Pass-Through. Что такое лицензия, что такое Pass-Through? Pass-Through это проброс, лицензия это декодер. Обычно лицензию берут, если есть стриминговые сервисы, либо сертификация Netflix и тому подобных сервисов. Тут особо морочиться не надо, можно просто писать Dolby Digital или вот DTS здесь рядом у нас тоже есть. Какие есть варианты, что вы используете? Я просто прошу нам написать. Как это сделать, я вам сейчас напишу. Вернее, покажу. Дальше. Есть ли Dolby Vision, есть ли HDR10, есть ли HDR10+. Не путать HDR10 и HDR10+. HDR10+ это самсунговская фишка. Есть ли AV1, поддержка USB CAP плюс частота. Аудиофилы поймут, о чем я веду разговор. Трансляция экрана. Возможно ли, если Chrome 4K, допустим, Chromecast, у нас может быть AirPlay, Chromecast и Miracast. SPDIF. Наличие, допустим, в данном случае у нас нет SPDIF, и почему он здесь написан? У нас нет SPDIF в шилде, это мы шилд разбираем. Сторонние прошивки нету у нас. Комплектный пульт. Кстати, если есть сторонние прошивки, то можно писать какие, и даже ссылки давать. Мы можем вообще уйти от каких-либо баз данных и создать канал с прошивками для разных ТВ-боксов. Вы представляете, что мы сейчас можем с вами сделать? И вы будете это все делать. Вы создадите эту комьюнити, которую не создаст никто. И все. Комплектный пульт, AFR, то есть Google плюс кнопка приложения, имеется в виду, тут есть ли автофреймрейт в каком-либо виде, нужно написать в каком. Например, у Югу самый крутой набор AFR. Есть ли Dolby Atmos?
Есть ли root права? Ну, хотя здесь можно писать root или можно писать возможность их получения. Сертификация Netflix максимальное разрешение. YouTube 4К без HDR, потому что мы здесь будем писать 4К 60 Гц, например. Потому что некоторые ТВ-боксы 4К 60 Гц не тянут. Показатели AnTuTu и известные проблемы и особенности. Это все, что будет содержать таблица. И этого более чем достаточно для того, чтобы понимать, что же там такого происходит. А теперь дальше. Эта таблица черновая, но у нас будет появляться постоянно вкладки. То есть на каждый ТВ-бокс у нас будет вкладка, где будет более детальная информация в плане того, что мы либо будем фиксировать, пока что будет сводная. Потом со временем мы будем делать вкладку, там, допустим, будет фотография или что-нибудь еще. Мы, короче, над этим думаем. Но наша задача сейчас пока создать единую базу. Вкладки это позже. Ну, когда мы создадим с вами единую базу, это будет круто. Как же подать запрос с информацией в своем ТВ-боксе или ТВ-боксах? В описании под видео есть перечень, который достаточно вот заполнить просто-напросто и отправить нам. То есть тут есть название ТВ-бокса, рейтинг. Рейтинг это вы ставите ваш рейтинг от 1 до 10. От 1 до 10 по вашему мнению. Цена, по которой брали, ссылка на ТВ-бокс. Я не говорю, что вы должны обязательно все запомнить. Заполните, что есть. Заполните, что знаете. Любая информация нам будет. Потому что если мы в массе наберем информацию, в массе, ее будет очень много, то среднестатистическая будет истинно верной информацией. Вот это немаловажный аспект. И уже тогда никто нас наежить, грубо говоря, не сможет. Дальше здесь есть процессор, видеоускоритель, память и хранилище, тип памяти, если знаете, SATA HDD драйв, Bluetooth версия, модуль Wi-Fi, показатели скорости этого самого Wi-Fi, LAN RJ45, то есть какой сотка, гигабит, T2, S2 модуль наличия, операционная система USB, сертификация DRM L1, Dolby и DTS лицензии, Dolby Vision, HDR плюс AV1, поддержка USB-CAP, частота, трансляция экрана, SPDIF, сторонние прошивки, комплектный пульт AFR, Atmos, Root, сертификация Netflix, YouTube, AnTuTu и известные проблемы и особенности. И вот это все заполнив, просто-напросто взяв, скопировал, мы идем с вами в один интересный контакт, который я тоже разместил в Телеграме. Этот контакт в Флибустаре. Это такие флибустьеры, он мне тут кое-что там скидывал, какие-то подборки, какой-то видосик там. И мы пишем сюда вот эту всю. Кстати, вот она, эта ссылка в Флибустаре. И мы пишем с вами сюда этот запрос. Вот так вот. Вот так вот взяли и отправили нафиг. И уже Настя, когда получит, она обработает, и эта таблица будет обновляться постоянно. То есть мы будем с вами иметь динамическую таблицу, конечно же, кроме выходных дней. Выходные дни Настя спит, все, вот так вот. Мы с вами будем иметь мега рейтинг ТВ-боксов. И уже следующие топ-5 ТВ-боксов мы сможем делать чаще. Мы сможем делать один раз в месяц, допустим, но с учетом реальных рейтингов, реальных проблем, реального наличия прошивок. Мы сможем это отслеживать оперативно, динамично. И уже никто, никакие блогеры, никакие обзорщики не смогут вас наежить. Так что, ребят, участвуем. Ссылки в описании под видео с детальной инструкцией. Давайте быстренько мы начинаем с вами это делать. Поехали! С вами был Бабл на канале Технозон.